Добрый день, коллеги! Несмотря на то, что белорусы утверждают, что белорусский хлеб стал в последнее время не тот, для меня это богатый кладезень различных идей и экспериментальных инноваций. Поэтому позволил я себе эти идеи повзаимствовать и испечь на их основе свой собственный хлеб, но ссылаясь на оригинал. Итак, хлеб на сеянной муке с добавлением гречневой крупы и с добавлением ржаного ферментированного солода. Ну, если вас это заинтересовало, смотрим далее. Печь я буду из 1 килограмма муки. Для начала надо приготовить 100 грамм шрота из гречневой крупы. Шротом, коллеги, называется дробленое зерно, а вовсе не шелуха, которая остается после помола муки на мельнице. Итак, вот 100 грамм шрота, приготовленного из гречневой крупы. Далее берем сеянную муку, 120 грамм, половину от сеянной муки добавляем сюда же в посуду, 60 грамм. Добавляем кориандр молотый, 7,5 грамм. И 50 грамм ржаного ферментированного солода. Вот такая вот интересная комбинация для заварки. Хорошо все перемешиваем друг с другом. И после чего добавляем 500 мл крутого кипятка в несколько приемов. От положенных 120 грамм муки в заварку я заварил уже 60 грамм, а 60 грамм оставил. Они будут использованы в качестве катализатора процесса осахаривания, поскольку мы не используем белый ферментированный солод. А заварку нужно будет осахарить до явного сладковатого вкуса. Итак, добавляем оставшиеся 60 грамм сеянной муки и хорошо перемешиваем. Температура осахаривания заварки, как всегда, 63-65 градусов Цельсия. Время осахаривания 4 часа. При этом через 2 часа после начала осахаривания заварку имеет смысл один раз перемешать для улучшения процесса осахаривания. Ну что ж, коллеги, какой белорусский хлеб без термофильной закваски? Никакой. Поэтому остужаем заварку до 50-55 градусов Цельсия и добавляем 60 мл термофильного стартера. После чего хорошо перемешиваем. Как приготовить термофильный стартер, смотрим по ссылочке снизу под видео. Ну а для тех, кто не хочет возиться с термофильными заквасками, не имеет никакого желания к этому, тот может этот этап пропустить и попробовать приготовить этот хлеб без термофильной закваски, сразу перейдя к следующему этапу. Ну а термофильная закваска заквашивается в течение 18 часов при температуре 48-52 градуса Цельсия. Ну что ж, коллеги, через 18 часов эта гремучая смесь с добавлением гречневой крупы, заквашенная дельбрюками, имеет очень интересный аромат. И ее нужно остудить до температуры примерно 35 градусов Цельсия. Ну что ж, коллеги, теперь приступаем к сбраживанию термофильной закваски. 2 грамма дрожжей в минимальном количестве воды и 100 грамм спелого теста на сеянной муке влажностью 65%. Кто будет пытаться приготовить этот хлеб без заквашивания термофильными бактериями, то дрожжей нужно взять 1 грамм. Время брожения 4 часа при использовании термофильной закваски и 5 часов без использования последней. Температура брожения должна составлять примерно 30 градусов Цельсия.
Приготовленная таким образом сброженная заварка имеет очень футуристический аромат, и я не перестаю удивляться смелости идей, которые приходят в голову белорусским хлебопекам. 3-4 грамма дрожжей добавляем, разведенных в небольшом количестве воды, 40 грамм солодового экстракта и 30 грамм меда. Соль от 14 до 19 грамм. И всю эту смесь хорошо перемешиваем. «570 грамм сеянной ржаной муки и 100 грамм муки пшеничной первого сорта. После чего замешиваем тесто. Ну вот, коллеги, почему я решил испечь этот хлеб? Потому что заквашивание термофильными бактериями заварки с тмином порядком надоело. Захотелось приготовить что-нибудь с кориандром. И вот наткнулся я, собственно говоря, на этот хлеб, в котором вам и кориандр, и ржаной ферментированный солод, и гречка. Добавляем к тесту воды, чтобы получить тесто нормальной консистенции для подового хлеба. Сколько добавить воды будет зависеть от многих факторов, поэтому ориентируемся на консистенцию теста. И я вот сказал бы, что я добавил еще около 50-60 мл. Температура брожения теста должна составлять 30 градусов Цельсия, время брожения 75 минут. Опрокидываем тесто на стол, подпыленный ржаной сеянной мукой. 30 грамм теста откладываем в сторону, оно нам потребуется для смазки тестовых заготовок. И формуем батоны. Ну вот в Советском Союзе пекся на сеянной муке рижский хлеб, пекся хлеб минский. Ну и может быть где-то еще пекли на сеянной муке ржаной хлеб. Но мне это неизвестно. Ну а вот белорусы изобрели сейчас столько сортов ржаного и ржано-пшеничного хлеба на сеянной муке, что просто глаза разбегаются. И буду я периодически эти идеи у них заимствовать, чтобы попробовать тот или иной вариант хлеба на сеянной муке. Добавляем 25 мл воды к 30 граммам теста и перемешиваем их. Это тесто жидкое будет бродить у нас вместе с тестовыми заготовками. Подкатываем округленные заготовки в батоны, чтобы закатать шов. Я пеку хлеб на сеянной муке часто и могу сказать, что хлеб с тмином, без добавления ржаного солода, получается неплохо и без термофильной закваски. А вот хлеба на сеянной муке с ржаным ферментированным солодом, они, конечно, без термофильной закваски получаются не очень. Тут термофильная закваска их явно спасает и выручает. Время окончательной расстойки 70 минут при температуре выше 30 градусов Цельсия. Духовка к этому времени прогрета до 300 градусов Цельсия. Опрокидываем заготовки на доску, подсыпанную ржаными отрубями. Вот обратите внимание, одна из заготовок имеет у меня такую складку, поскольку полотенце было неровно разложено в форме. И эта складка с большой вероятностью при выпечке порвется. Тут уже ничего не спасти. Будьте внимательны при окончательной расстойке. Смазываем заготовки жидким тестом и накалываем тонкой палочкой в нескольких местах, чтобы заготовки при выпечке не рвались. Что делать, если духовка не поддерживает 300 градусов Цельсия? Ну тогда выпекайте на максимально возможной температуре. Обжарка при 300 градусах Цельсия
составляет по времени 7 минут, а, например, уже при 260 градусах надо будет дать 10 минут на обжарку. После чего допекаем хлеб при 200 градусах еще в течение 23-25 минут. За 3 минуты до окончания выпечки нужно увлажнить верхнюю поверхность хлеба для придания ей глянца. После чего допекаем еще 2-3 минуты. Корочка подсохнет и будет блестеть. Даем хлебу остыть. И на этом я с вами прощаюсь и всего вам доброго.